Всем привет и добро пожаловать на мою любимую кухню, где мы с вами готовим вкусно, красиво, эстетично. Иногда экзотические блюда мы с вами делаем и адаптируем их под нашу европейскую кухню. Ну и самое главное, мы с вами готовим полезно. Друзья, сегодня я предлагаю вместе со мной сделать пирожки. Ну, кто не любит пирожки? Я не знаю, моя бабушка всегда пекла какие-то пирожки, печенюшки. Все это такое было вкусно. Всегда, когда к ней заходила в дом, пахло ванилью. Ну, вот у меня ассоциация с детством именно такая. Но эти все пирожки, сдоба, естественно, дают о себе знать и, конечно же, прибавляют килограммы нашей прекрасной фигуре. Но, дорогие мои, я всегда пытаюсь что-либо изменить во всех вкусных рецептах и сделать из них полезными. И вот именно сегодня мы с вами сделаем такие самые пирожки, которые можно будет есть даже вечером. Ну, идемте готовить. Для наших пирожков нам с вами понадобится противень с пергаментной бумагой, сковородка большая, маленькое полотенце, лопатка силиконовая, ложка, венчик, кисточка и из продуктов питания 500 грамм творога, 200 грамм цельнозерновой рисовой муки, 150 грамм сыра, 1 яйцо, 150 миллилитров горячей воды, 1 луковица, 200 грамм капусты, 200 грамм морковки, соль, томатная паста, разрыхлитель, псилиум столовая ложка, маленькая мисочка, где мы с вами будем запаривать псилиум, и 1 яйцо. Вот такой набор продуктов мы сегодня должны с вами иметь. Ну а теперь давайте готовить. Давайте начнем с приготовления теста. Для того, чтобы к этому приступить, мы первым делом должны запарить наш псилиум. Я взяла 150 мл горячей воды и столовую ложку псилиума. Теперь мы это все вливаем и вымешиваем. Псилиум должен, так, знаете, набухнуть. Вот, он уже как бы заваривается. Видите? Псилиум придаст эластичность нашему тесту. Вот еще чуть-чуть добавляем и оставляем буквально на пару минут, пока мы с вами будем заниматься вымешиванием теста. Все, оставляем. Давайте немножко отодвинем его. И в наш творог, в эту большую миску, мы с вами отправляем 200 грамм рисовой муки цельнозерновой. Она очень полезная, в отличие от белой муки. Так, теперь сыр тертый, яйцо, немножечко соли и разрыхлитель. Все это хорошенечко мы перемешиваем. Тесто мы немного вымесили и теперь добавляем наш псилиум. Видите, он уже такой стал как желе. Набух. И теперь все это вместе еще раз вымешиваем до однородной массы. И наше тесто будет готово. Тесто получилось вот такое вот густое, но такое оно должно быть для наших пирожков. Все очень-очень хорошо. Теперь тесто мы отставляем и делаем начинку. И как раз пока мы будем тушить нашу капусту с морковкой и с луком, тесто станет еще более эластичным, пластичным и податливым. Теперь пусть оно нас дожидается. А пока мы начинаем готовить нашу начинку. Разогретую сковороду мы прыскаем растительным маслом, чтобы у нас ничего с вами не пригорело. И отправляем лук. Немножечко его обжариваем и потом к нему добавим морковку и капусту.
Лук немножко обжарился, теперь добавляем морковку. Немножечко давайте добавим воды. И теперь самое время отправить нашу капусту. Теперь все это мы должны присолить по вкусу. Поперчить. Опять же, кто как любит. Можете добавить какие-то специи, которые вы любите. Все по вашему желанию. И добавляем томатную пасту. Все хорошенько перемешиваем. Накрываем крышкой и тушим еще минут 5-7. Ну а потом начнем лепить наши пирожки. Ну что, мои дорогие, тесто я, видите, переложила в более мелкую такую посудину, миску. А в эту мы положили начинку, и она у нас уже остыла. Теперь мисочку набираем с водой, это очень важно. И приступаем к нашему произведению будущему. Но для начала я предлагаю спрыснуть все же противень растительным маслом, потому как наши пирожки мы сразу будем выкладывать на противень. Смачиваем ручки водой, выкладываем ложку теста и формируем такой блинчик. Ну, как на пирожок. Все как на самый настоящий пирожок. Так вот. Тесто стало более эластичным за счет псилиума. Так. Ну, теперь берем ложечку начинки и закрываем наш пирожок. Вот такой у нас красивый первый получился. Та-дам! И отправляем его на противень. Немножко его можем так сформировать покрасивее. Приступаем ко второму. И все точно так же делаем, как с первым. Так мы лепим с вами все пирожки, пока у нас не закончится тесто и начинка. Вот такие красивые пирожки у нас с вами получились. Их у меня вышло ровно 7 штук. Теперь берем яйцо, взбиваем его венчиком и делаем последний штрих. Немножечко смажем наши пирожки, чтобы они были у нас румяные и красивые. Духовку я уже поставила разогревать на 180 градусов. Теперь берем кисточку и слегка смазываем тесто. Ну что, друзья, отправляемся в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов. И вот что у нас с вами получилось. Посмотрите, какие они румяные, как они пахнут, какие они вкусные. Было больше, заметьте, мы уже попробовали. И самое главное, что они полезны. Здесь нет белой пшеничной муки, они сделаны из цельнозерновой рисовой муки. То есть это все протеиновая мука, которая не прибавляет нам лишние килограммы и не ускоряет повышение нашего инсулина. Вы знаете, что это такое. Если нет, посетите мой канал, где мы с вами говорим о диабете, об инсулинорезистентности, обо всех других вещах. Но сегодня о пирожках. К ним вы можете, естественно, сделать абсолютно любую начинку к этому тесту. Да? То есть вы можете сделать то, что вы любите, и с мясом, и с яйцами, с зеленым луком, как угодно. Экспериментируйте, пробуйте, но хочу вас предупредить, тесто все-таки более капризное, чем дрожжевое или наше привычное тесто, да, с которым мы работаем. Поэтому наберитесь терпения, это, дорогие мои, того стоит, потому как вкус изумительный, очень и очень удобно брать эти пирожки
как на работу, на ланч, или же вот у нас сейчас зимние каникулы, детки на коньках, на санках катаются, если есть снег и морозы, да, или даже просто идете на пикник летом, взять пару пирожков или в дорогу куда-то. Всегда так удобно, раз, и вроде как есть у тебя перекус, вкусно, полезно, сытно, и самое главное, повторюсь, очень и очень полезное тесто здесь, которое не навредит вашему здоровью. Так что, дорогие мои, не ленитесь, пробуйте, экспериментируйте, варьируйте ваши рецепты, ваш рацион, и будете вы всегда, конечно же, в гармонии со своей душой и телом. Ну, дорогие мои друзья, на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч, до новых вкусных, полезных рецептов. И спасибо, что у меня вас становится все больше и больше, а я вас всех очень люблю. Всех благ вам и здоровья. С вами была Виктория. Пока.